Господи, Господи, спасибо. Спасибо. Все-таки ты есть. Спасибо. Все-таки спасибо, ты есть. Пам-пам. Привет, я Руслан Усачев, и сегодня расскажу вам о самых интересных новостях и событиях, которые бла-бла-бла-бла-бла. Короче, слили фотки Эммы Уотсон. Пам-пам. Полтора года назад нам это впервые обещали, но появился сайт, который грозится, что через несколько дней будут опубликованы интимные фотографии Эммы Уотсон. Только сейчас хакеры каким-то образом получили доступ к личным фотографиям самой магической актрисы Голливуда. Каким чудовищем нужно быть, чтобы взломать эту красавицу? Ну вы поняли, что я сейчас сделал. Серьезно, это лучшие промо-фотографии красавицы и чудовища. Простите мои маленькие мастурбатеи, я не буду размещать ссылку на фотографии в описании к ролику, но там есть другие, тоже весьма интересные ссылки. Я хочу о ситуации в целом поговорить, потому что в какой-то момент личные фотографии Эммы Уотсон стали таким святым граалем для хакеров. Пентагон взламывали, Хиллари Клинтон взламывали, Медведева взламывали, даже мой аккаунт в Одноклассниках такой существует, его тоже взламывали. Я уже не говорю о десятках других звезд, у которых тоже есть аккаунт в Одноклассниках. Оставалась только одна, самая скромная и милая, борец за права женщин и рассовыватель книг в разных местах. И кажется, она это понимала. Вот смотрите, о чем я, то есть слушайте, о чем я, потому что показывать ничего не буду. Там в архиве действительно есть серия обнаженных фотографий из ванной, предположительно Эммы Уотсон, потому что лица там нет. Все сходство основывается на двух родинках и похожем ожерелье. Все, лица там не видно. Остальные 3/4 фотографий — это просто примерка разной одежды. Вам интересно было, чем Эмма Уотсон занималась после Гарри Поттера, почему так редко фильмы с ней выходят? Потому что она шмотки меряет постоянно, вот и все. Подлинность фотографий в одежде адвокаты актрисы подтвердили, а вот те, где, собственно, обнаженка, нет. Но предположим, что это действительно ее фотографии. Выходит, что она себя изначально фоткала без лица, потому что она знала, что над ней висит. Ее фотки — это топ Most Wanted, самый разыскиваемый архив в сети. Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден вместе не смогли бы столько внимания привлечь. И я сейчас даже не о их голых фотках совместно. Это был бы отличный пэринг, кстати. Сноуден вошел в комнату. И это грустно весьма на самом деле, потому что на секунду можно представить, какой вот груз ответственности, общественного внимания лежит на реально известных людях. Девчонка не может даже себя голой нормально пофоткать. Пам-пам. Да, меня давно не было. Признаю, мы снимали «Пора валить», новые выпуски будут из Кубы, из Майами, теперь их нужно успеть как-то смонтировать, а большую часть времени я выгляжу вот так, залипая в Horizon. Но давайте признаем, я не то чтобы очень многое пропустил. Меня вот 2 недели не было в России, я периодически заходил в интернет, и там все обсуждали только одну девочку, которую распиарил Первый канал. Все. Больше вообще никого ничего не интересовало. Остальной мир замер. Ютуберы либо хайпили на ней, либо хайпили на том, что хайпить на ней плохо, либо хайпили на том, что плохо хайпить на том, что плохо на ней хайпить. И я только на монтаже пойму, имело ли это смысл. Я уж было обрадовался, вернусь, клевый ролик сниму. Ага, полмесяца прошло, все забыли. Девочка пытается в видеоблогинг, всем наплевать. Но это тупо несправедливо, потому что где мои просмотры? Я тоже хочу снимать видосы, где будут такой: ну вы видели это, а? Вот ставьте лайк, если согласны. Господи, пожалуйста, делайте инфоповоды, когда я в России. Пожалуйста, молю. Пожалуйста, мне очень нужны эти просмотры, господи. Пам-пам. Я знаю, среди тех, кто меня смотрит, есть очень много людей, которые по каким-то причинам хотят быть видеоблогерами. Но давайте признаем, это тяжкий труд. Не каждый готов на своем горбу вытаскивать, каждый день придумывать челленджи. Ладно, это не то чтобы супер тяжело, но действительно не каждому подходит. Но если вам действительно интересно, как это, каково быть видеоблогером сейчас, то рекомендую курс, в котором я принял участие. Обычно я за версту обхожу все эти школы блогеров, но тут был несколько другой интересный мне подход у компании, которая организовывали. Это мультиканальная сеть Юла, это Skillbox. Смотрите, что они сделали. Они позвали кучу блогеров, среди которых есть реально крутые контент-мейкеры. Илья Прусикин, Юджин, Джарахов, Любарская, Биг Босс, Алина Пязов. Вроде в крутых всех назвал. И взяли у них огромные интервью, в которых детально расспросили, как, что, зачем, почему одни вещи делают, а другие нет, какие ошибки совершали, вот это все. То есть не тупая схема, где вам говорят: но чтобы стать блогером, купите камеру и придумайте приветствие, которое рифмуется с вашим именем. Тут нужно именно слушать людей, у которых получилось, выцеплять информацию головой, думать, почему что-то работает, а что-то нет. Я тоже там есть в этом курсе, делюсь своим опытом, которого за годы моей дороги к 1 миллиону подписчиков накопилось приличное количество, и к тому же я там в бабочке, это всегда плюс. Ссылка в описании, так что можете уже записываться на видеокурс. Пам-пам. Kickstarter. Обожаю, просто нереальный кладезь странных штук. Например, зацените, какой у меня крутой ключ мультитул. Kickstarter. Так вот, там сейчас горы золота гребет новый проект. Это чехол для айфона, который выводит его на новый уровень и превращает в Android. Нет, он не ставит новую операционку. Фактически создатели предлагают примотать изолентой к айфону другой телефон, чтобы вот так ходить по улице с ним, и все. Потому что
Странная очень ситуация, все функции, которые он предлагает, это дополнительный заряд батарейки, это место для карты памяти, это все уже существует. Господи, да даже второй экран у телефона это йотафон, было уже. Короче, если у вас есть представление, зачем это может быть полезно, то, пожалуйста, напишите в комментариях, объясните мне. Ну и, соответственно, вы можете поддержать проект на Kickstarter, если вы хотите, чтобы к вашему айфону был примотан другой, более плохой телефон. Серьезно, посмотрите на это. Это же как сиамские близнецы, про которых родители говорят. Ну, если что, мы точно правого отрезаем. К тому же создатели из Тель-Авива, как мы знаем, Израиль очень славится своими мобильными разработками. Так и какой шанс, что они обманут? Пам-пам. Фильм сегодня буду советовать, я сам на него обратил внимание, потому что какой-то рандомный чувак в сети где-то написал. Даже жанр этого фильма будет спойлером. К сожалению, этого спойлера нельзя избежать, когда гуглишь название фильма. Поэтому сегодня я рекомендую документальный триллер «Самозванец». И это один из тех редких случаев, когда основан на реальных событиях, это действительно основано на реальных событиях. В нескольких словах завязка следующая. Французский серийный самозванец решает выдать себя за ребенка, который 3 года назад пропал в Техасе. И у него получается. А вот дальше уже начинается триллер, и вы сами смотрите. Также не могу не порадоваться и с вами не поделиться тем, что один из моих любимых режиссеров, Эдгар Райт, создатель Скотта Пилигрима и кучи других шикарных фильмов, наконец-то показал трейлер своего нового фильма. Называется «Baby Driver». I have to end this. Are we in bed together now? Baby. И минутка образования в Усачи Today. Ведь, как мы знаем, блогеры теперь занимаются развитием культуры в стране. Baby Driver на русский язык переводится как «на драйве». Ну, но он же водитель, он драйвер, он на драйве. Ну, типа крутые легавые, было хуже же, согласитесь. Чего вы докопались-то? Пам-пам. Это все новости на сегодня. С вами был Руслан Усачев. Я надеюсь, вам понравилось. Вы лайк поставили и даже можете продолжить смотреть мои ролики. Вот этот, например. Неплох. Хороший кандидат для следующего вашего просмотра. Рекомендую.